Yesterday we spoke about the great anguish, the great remorse, the great shame that should grip our heart. Вчера мы говорили о том, что наше сердце должна переполнять скорбь или сожаление. As I often point out, all the emotions have their proper use in bhakti. Все эмоции имеют свое применение в бхакти. Sometimes we think that material life allows our full emotional expression, but bhakti, we don't know anything about the emotional life. Иногда мы думаем, что материальная жизнь дает нам возможность полностью проявлять все эмоции, а в бхакти это ограничено. Now we are hearing from Chaitanya Mahaprabhu that you make spiritual advancement by feeling great guilt and shame that I'm chanting Hare Krishna with offenses. Но читание Махапрабху учит нас, что мы должны испытывать сожаление и раскаяние, боль от того, что мы повторяем Харе Кришна с оскорблениями. Those of you who were here yesterday remember, we discussed, we asked you, remember something you did in your life that you felt such remorse, such regret. Те, кто были вчера, помнят, что мы делали такое упражнение. Вы должны были вспомнить что-то, что вы сделали в своей жизни, после чего вы чувствовали большое сожаление, раскаяние, чувствовали себя плохо. How many remember this from yesterday? Кто помнит это со вчерашнего дня? Oh, why did I do that? О, зачем я это сделал? You don't have to say what it was. Не надо говорить, что это было. It's a deep, piercing pain. Это такая очень острая, пронизывающая боль. Oh, if I could only turn back the hands of time. О, если бы я только мог все вернуть назад. Take that moment back. Вернуться к этому моменту. That regret that you feel is nothing compared to the regret you should feel because we cannot chant Hare Krishna without offenses. Но это сожаление ничто по сравнению с тем сожалением, которое вы должны чувствовать, если вы повторяете Харе Кришна с оскорблениями. Someone asked, well, then, since I can't chant Hare Krishna without offenses, maybe I should stop chanting. Кто-то может сказать, ну если я не могу повторять без оскорбления, может вообще прекратить повторение. But the solution to chanting with offenses is to continue to chant. Но лекарство, как избежать оскорблений, как повторять без оскорблений, это нужно просто продолжать повторять. By your continuing to chant, combined with that attitude of regret, that will burn away the offenses. Постоянное продолжение повторения святого имени с вот этим умонастроением скорби, сожаления, и есть способ, как можно избавиться от оскорблений. But please remember, this emotional dynamic of regret is essential. Вот это эта преданность вот этим настроением скорби, она дает возможность продвигаться. Just like if someone has done something wrong to you and then they say they're sorry, you're always looking, do you really feel regret? Когда кто-то, например, вас как-то обидел, но потом он извиняется, вы смотрите, действительно ли он извиняется искренне. And once you see in their eyes that they really feel shame and regret, then you say, okay, okay. Если видите, что человек действительно раскаивается, его в глазах сожаление, раскаяние, то вы говорите, ну хорошо, все в порядке. Hare Krishna Prabhu, we are all fallen. Харе Кришна Прабху, ну мы все падшие. But you want to see that look of shame and regret in their eyes. Но вы хотите увидеть это сожаление, раскаяние в его глазах. I'm sorry, I ate all the pizza prasad and didn't leave you any. Ну прости, я съел всю просадную пиццу и тебе не оставил на кусочек. You want to see in their eyes that regret. Вы хотите видеть это сожаление в глазах. Similarly, Krishna wants to see that we really understand how bad offensive chanting is. Точно так же Кришна хочет видеть, что мы действительно, к сожалению, мы понимаем, что мы совершаем оскорбление. Krishna wants to see that
Not out of pride, but because Krishna knows he's already given himself to you completely as his name. А Кришна хочет увидеть это не из какой-то своей гордости, а потому что Он полностью дает нам себя в своем святом имени. Namakari Bahudhanija Sarvasati. He's there fully, but we don't care. Он полностью присутствует там, но мы этого не замечаем. Therefore, this regret is very productive for us to attract Krishna's mercy. Поэтому такое сожаление очень эффективно для того, чтобы привлечь милость Кришны. Not that we think, oh well, I'm not attentive while chanting, so what? At least I'm chanting. Ну, да, я повторяю, ну, невнимательно, ну и что, ну, такое есть. So many devotees aren't careful about their chanting. Ну, так много преданных, они тоже так повторяют не очень внимательно. So why should I be especially concerned? А что я должен быть так обеспокоен этим? We're all so busy doing what we have to do. Мы все заняты своими делами. You all understand, right? Вы же понимаете, да? Working, family. Работа, семья. So how are we going to ever pay attention to the holy name? Ну, невозможно все время внимательно повторять святое имя. So don't even worry about it. Be practical. Поэтому нужно быть практичным, не следует слишком западать на это. Attentive chanting of Hare Krishna is far beyond us. Повторение Харе Кришны это так заоблачно. It's a very insensitive, callous attitude. То есть это очень такое нечувствительное, безличное отношение. It's like telling someone who's in a relationship with you that, look, let's just face the facts. I'll never have quality time for you. Это как если бы у вас с кем-то есть какие-то отношения, да, близкие, вы говорите человеку, ну, давай так вот, на чистоту, но нет у меня времени на тебя. Did you ever see yourself saying something like that? Вы когда-нибудь видели такое? Let's be practical. It's just not going to happen. Давайте вот практически посмотрим. Suppose you said that to your wife. Например, жене кто-то говорит, Let's just face the facts. ну давай вот на чистоту. You know how the world is. Ну, ты понимаешь, что этот мир вот он I'm такой. never going to have quality time for you. Ну, у меня нет для тебя достаточно времени. What would be the reaction? Какая будет реакция? You don't have to say. Понятно, какая, не будем говорить. You would never hear the end of the reaction. Вы никогда не... You would never hear Вы даже, the reaction come to an end. даже, как бы это сказать, не увидите до конца этой реакции. Yet we do this to Krishna. Но мы делаем это для Кришны. Krishna, let's be practical. Кришна, ну надо же быть практичным. I'm a busy businessman. Я очень занятый бизнесмен. I'm a busy housewife. Я очень занятая домохозяйка. There's money affairs, there's family affairs. Есть всякие семейные дела, там финансовые дела и другие. Let's face the facts, Krishna. Давай эту чистоту, Кришна. I'm never going to have time to chant with attention. Но у меня никогда нет времени, чтобы повторять внимательно. I know you're there as your name, Я знаю, что ты присутствуешь в своем имени. but please don't mind that I ignore you. Ну, пожалуйста, ну не слишком, не принимай близко к сердцу то, что я тебя игнорирую. This is how hard-hearted we are. Это показывает то, насколько мы жестокосердны. Therefore, Lord Chaitanya says, Durdaivam ijasa mahajinanaraga. I'm certainly so unfortunate. Поэтому Господь Читания говорит, что я на самом деле очень неудачлив. No doubt about it. В этом нет сомнений. This is the greatest issue in life, the greatest problem that we're dealing with. Это очень большая проблема, с которой мы сталкиваемся в жизни. So therefore, when you feel that in your heart, Krishna will start to pay attention. Поэтому, если вы действительно чувствуете вот это сожаление в сердце, то Кришна обратит на это внимание. Just like, for example, Например, if you said to your wife, my greatest problem in life is that I'm not paying attention to you. если вы говорите своей жене, у меня самая большая проблема в жизни, что я не могу уделить тебе внимание.
Oh, there would be happy days at home. Она будет счастлива, что вы дома. Right? We've done this already? Agreed? This is the peace formula, yes? Это формула мира, да? So I give you these examples to remind you that Krishna is a person. Я даю вам эти примеры для того, чтобы напомнить, что Кришна — это личность. Chanting Hare Krishna is the most personal activity. Повторение Харе Кришны — это очень личностная деятельность. So Lord Chaitanya wants you to feel that situation in the deepest core of your heart. А поэтому Господь Чайтанья хочет, чтобы вы в глубине своего сердца почувствовали это. This is why he's giving us the instruction in Shikshastra. И именно для этого Он дает нам свои наставления в Шикшаштаке. Next, Chaitanya Charitamrita describes that humility increases even Lord Chaitanya's manifestation of humility increases. И затем Чайтанья Чаритамрита говорит о том, что смирение Господа Чайтаньи возрастает. He wants to show you what's the proper mentality for chanting Hare Krishna. Он хочет показать, каким должно быть подобающее настроение для воспевания. So that you will indeed be able to chant without offense. Потому что на самом деле мы можем воспевать без оскорблений. So let us hear Lord Chaitanya's recommendation for him. Давайте послушаем рекомендации Господа Чайтаньи. Everything needs a proper attitude. Все нужно делать с подобающим настроением. Remember that. Помните об этом. Bhakti is all about attitude. Бхакти всегда связано с настроением, с отношением. Because it's personal. Потому что это личностно. We don't want to do things mechanically, on automatic pilot. Не хотим делать вещи автоматически на автопилоте. So a real devotee has attitude. Настоящий преданный все делает с чувством. We'll read from Chaitanya Charitamrita. Мы почитаем из Чайтаньи Чаритамриты. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued. Чайтанья Махапрабху продолжил. O Sri Damodar Swami and Ramananda Roy, hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna Mahamantra. Сварупа Дамодара и Рамананда Рай услышали Hear from me the symptoms of how one should chant. Услышьте от меня о качествах, признаках, качествах, с которыми нужно воспевать. So that very easily you can awaken your dormant love for Krishna. И тогда вы очень легко сможете пробудить дремлющую любовь к Кришне. So this is how Lord Chaitanya introduces the famous verse about being humble, tolerant. Это вступление к стиху, где Господь Чайтанья говорит о смирении и терпении. He explains that famous verse, Trinadapi Snichena, Он объясняет этот известный стих Тринадапи Свамичина as the symptoms of one who can successfully chant Hare Krishna. как качество того, кто может успешно повторять Харе Кришну. There are 4 special qualities that help you to chant without offense. Здесь описываются 4 качества, которые помогают нам повторять без оскорблений. The grass shows one quality. The grass. Grass. Трава описывает первое качество. The tree shows another quality. Дерево описывает второе качество. And then there are 2 qualities about respect and prestige. И еще 2 качества описывают отношение к престижу и уважению. So first of all, what can we learn from the grass? Первое, чему мы учимся у травы? How many of you walk on grass sometimes? Кто из вас когда-нибудь гулял по траве? Did you know? Srila Prabhupada explained this point. Did you know that you're actually walking on the hedge of the grass? Шрила Прабхупада говорит, вы осознаете, что вы как бы наступаете траве на голову? How many of you think like that when you walk on the grass? Кто из вас думал об этом, когда вы гуляли по траве? Yes. You're actually walking on these living entities' heads. Вы на самом деле ступаете по головам живых существ. But
The grass is so humble, it allows you to do that. Но трава, она смиренная, она позволяет им делать это. The grass, you could say, has natural meekness and humility. Можно сказать, что трава обладает естественными качествами скромности и смирения. How can the grass have an enormous ego when everyone's walking on it? Как трава может проявлять это ложное эго, когда по ней ходят? But our problem in our life is that even though we're so tiny, our ego is so huge. У нас такая проблема в жизни, что хотя мы являемся крохотными частицами, но у нас огромное ложное эго. The acharyas explain that when the holy name actually starts to dawn in your heart, then you hate to think of yourself in any material way. Говорится, что когда дремлющая любовь к Богу пробуждается в вашем сердце, вы не можете думать о себе как о великом. Instead, your real ego starts to manifest. Наоборот, ваше истинное эго начинает проявляться. I am the eternal servant of Krishna. Я вечный слуга Кришны. Infinitesimal. Очень незначительный. I have no real need for material life. И у меня нет никакой потребности в материальной жизни. Now I am strapped to the wheel of birth and death. Strapped. Сейчас я связан вот этими оковами рождения и смерти. You can see yourself tied to this wheel, and the wheel is turning. Представьте себя привязанными к колесу, и это колесо вращается. This is because we have forgotten what our real identity is. Это происходит из-за того, что мы забыли о своей истинной сущности. So the grass teaches you how to keep your ego in proper proportion. Поэтому трава учит нас, как держать свое ложное эго в узде. That's what it means to be humbler than a blade of grass. Поэтому говорится, нужно быть смиренным, как трава. So you see, we have a long way to go. И мы видим, что нам еще предстоит долгий путь, да? In order to understand what our real size is. Чтобы понять наш истинный размер. Now, what can a tree teach us? Чему нас учит дерево? Remember, the grass teaches you humility. Трава учит нас смирению. The tree teaches tolerance. А дерево учит терпению. Lord Chaitanya says, consider what a tree does. Господь Чайтанья говорит, посмотрите, как ведет себя дерево. The tree offers its fruits, its flowers, and its shade even to the woodcutter who's about to cut it down. Дерево предлагает свои плоды, цветы и тень, даже дровосеку, который собирается его срубить. The tree never fails to offer these things. И дерево никогда не зажимает эти плоды, да, но всегда дает. Similarly, a devotee is like that and even more tolerant and compassionate than the tree. И преданный действует точно так же, и он даже более терпелив, чем дерево. The acharyas explain that a devotee who chants offenselessly is overwhelmed with thoughts of others' well-being. Ачарьи говорят, что преданный, который воспевает без оскорблений, он думает только о благе живых существ. Please think about that. Подумайте об этом. To be overwhelmed with the thoughts of the well-being of others. Он полностью поглощен, как сделать других счастливыми. That is the result of proper chanting of Hare Krishna. Таков результат правильного повторения Харе Кришны. And this compassion has no envy. И в этом сострадании нет ни капли зависти. We've explained before what envy is all about. Мы уже говорили, что такое зависть. Those of you who have read the book Bhakti Bhava. Это описывается в книге Бхакти Бхава. The emotional dynamics of a devotee. Эмоциональное состояние преданного. When you envy someone, it's because they have something you think is better. Если вы завидуете кому-то, вы думаете, что у него есть что-то лучшее.
You don't envy anyone who has something worse than you. Вы не завидуете тему, кто хуже вас, да, в каком-то отношении. So, because you envy someone who has something better, why don't you just appreciate? Oh, how nice, you have better. Если вы завидуете кому-то, у кого есть что-то, ну, то, что лучше, чем у вас, да, то... Just appreciate that they have something better. То есть вы можете просто оценить, что да, вот это вот действительно у тебя лучше, здорово. So Srila Prabhupada explains that envy is indirect appreciation. А Шрила Прабхупада описывает, что зависть – это такая косвенная оценка. So why not just directly appreciate? А почему не прямо не оценить это? So the kind of compassion that we're hearing about is free from all envy. Поэтому сострадание, о котором мы говорим, оно полностью свободно от зависти. Just think about the tree. Even when the woodcutter comes to cut the tree down, the tree is still offering shade and fruit. Даже если дровосек подходит к дереву, чтобы срубить его, оно, тем не менее, продолжает предлагать плоды и тень. So we've discussed quality number 1, the grass, quality number 2, the tree. Итак, качество номер 1 – это трава, качество номер 2 – дерево. 3 and 4 have to deal with prestige. А третье и четвертое качество имеет дело с престижем. I want recognition, I want fame as a Я хочу powerful devotee. признания и славы как великий преданный. Of course, in material life, everyone wants respect. Конечно, в материальной жизни все хотят уважения к себе. Even in spiritual life, we bring those impurities. Но даже в духовную жизнь мы привносим те же нечистоты. So what does Lord Chaitanya say? Что говорит Господь Чайтанья? Amanina manadina. No respect for me, but all respect for others. Он говорит, аманина манадана. Я не хочу никакого уважения к себе, но готов оказать почтение каждому. Now, I've explained before. А мы объясняли это раньше. Generally we say, okay, fine. No respect for me and no respect for everyone. Обычно так, ну хорошо, никакого уважения ко мне, ну и к другим тоже. Everything is equal. Все равны. Socialism. Социализм. No one has any property. No one has any respect. Ни у кого никакой собственности, никому никакого уважения. But Lord Chaitanya doesn't say that. Но Господь Чайтанья не об этом говорит. There's no respect for me, but I give all respect to others. Говорит, я не ожидаю уважения к себе, но готов оказать полное почтение другим. What do you think about that? Подумайте об этом. Sounds difficult, yes? Звучит так сложно, да? But the chanting of Hare Krishna will empower you to do this. Но повторение Харе Кришна даст вам силу действовать в таком настроении. Because you'll be able to see how all living entities are Krishna's parts. Потому что вы способны будете видеть, что все живые существа являются частями Кришны. So why should you be envious of anyone? Поэтому зачем завидовать другим? And you should respect everyone because they're all connected to Krishna. Вы можете уважать всех, поскольку видите, как все связаны с Кришной. So Lord Chaitanya is speaking this third verse of the Shikshastaka to show us how to avoid offenses while chanting. Итак, Господь Чайтанья говорит, произносит этот третий стих Шикшаштаки, чтобы показать нам, как избежать оскорблений. This third verse of Shikshastaka gives you the proper attitude for chanting. Это третий стих Шикшаштаки дает вам правильное настроение при воспевании. You see, the kind of humility that Lord Chaitanya is talking about chases away that false conception that we are the center of the world, we are the enjoyer. То есть то, что здесь описывается в этом третьем стихе, это позволяет нам избавиться от вот этих ложных эгоцентрических концепций, что я пуп земли, да, я самый главный. There's a point that I want to explain. Это тот момент, который я хочу объяснить. When your false ego rushes toward material enjoyment, Когда ваше ложное эго стремится к материальным наслаждениям, you naturally then will have an oversized conception of yourself. вы естественным образом как бы переоцениваете себя, ваша оценка завышена. In other words, just to engage in material life, your false ego has to expand. Для того, чтобы вовлечься в материальную жизнь, ваше ложное эго должно раздуться. There's nothing innocent about pursuing material happiness.
There's nothing innocent about pursuing material happiness. Nothing. When you pursue material happiness, there's nothing innocent about it. Нет ничего невинного в том, чтобы гнаться за материальным счастьем. We may think, oh, but I'm not a bad material enjoyer. Вы можете думать, ну я не такой уж как бы плохой, как сказать, наслаждающийся этим миром. I'm a very pious enjoyer. Я очень благочестивый наслаждающийся. Very courteous, very polite. Я очень вежливый такой, очень мягкий. But again, we cannot give ourselves this false sense of innocence. Но опять-таки мы не должны обольщаться этим ложным чувством невинности. Because as soon as you try for material enjoyment, your false ego must expand. Поскольку как только вы захотите наслаждаться материальным миром, ваше ложное эго будет увеличиваться. And there's no way we're going to be more humble than a blade of grass. И уже никакой речи не идет о том, чтобы быть смирение травинки. So many of the qualities we need depend on our relinquishing our grip on being the enjoyer. Поэтому многие качества, они связаны с вот этим желанием быть наслаждающимся. Remember our theme? I'm chanting Hare Krishna, but am I happy? Помните нашу тему? Я воспеваю, но счастлив ли я? We've been addressing this theme from the beginning. We have been discussing this theme since the start of our seminar. Мы с самого начала семинара обсуждаем эту тему. You've all heard the expression chant and be happy. Вы все слышали это выражение «воспевайте и будьте счастливы». But we're always worrying. I'm chanting, but am I happy? Ну, мы периодически задумываемся, я воспеваю, но счастлив ли действительно я? How many ask yourselves that question? Кто задавал себе такой вопрос? Поднимите. What is this chanting really doing for me? Что это воспевание действительно дает мне? I'm chanting, I'm chanting, I'm chanting. Повторяю. But am I getting the happiness that I expected? Ну, действительно, я получаю то счастье, которое я ожидаю. So we've been discussing how the chanting of Hare Krishna changes your conception of happiness. Мы обсуждали то, как повторение Харе Кришна меняет ваше представление о счастье. Maybe you are afraid of this. Может быть, мы боимся этого. What will become of me if my conception of happiness changes? Что со мной произойдет, если мои представления о счастье изменятся? Maybe I'll just dissolve and disappear. Может быть, я просто растворюсь, исчезну. How many of you feel some fear about changing your conception of happiness? Кто из вас испытывал страх по поводу того, что ваши концепции поменяются? How many say, let it change, I want it to change? А кто говорил, давайте поменяем, здорово? Raise your hand. How many are not sure? А кто не уверен? Yes. So you see, we have a problem with chanting Hare Krishna. Видите, у нас есть проблемы с повторением Харе Кришны. But when we talk to others who are not devotees, we immediately tell them, Но когда мы обращаемся к тем, кто еще не является преданным, мы им сразу говорим, chant Hare Krishna, be happy. повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Right? You tell your family that, your friends from before. Мы говорим там это предыдущим нашим друзьям, старым членам семьи. Chant Hare Krishna, you'll be so happy. Просто повторяйте Харе Кришна, вы просто будьте счастливы. But we ourselves have doubts about that. Но у нас у самих есть сомнения на этот счет. Да? And we explain how we are hoping that Krishna will fulfill our conceptions of happiness. Мы объясняли, что мы ожидаем, что Кришна исполнит наши желания по поводу счастья. Can you see how tightly in your heart you're clinging to material conceptions of happiness? Посмотрите, насколько сильны вот эти наши привязанности и представления в сердце о счастье. And remember, we talked about the pride in doing this. И мы говорили о... We've talked about the pride Мы говорили о гордости. In clinging to our conceptions of happiness. По поводу того, как менять свои представления о счастье. Remember the exercise we did? Помните, какое мы упражнение делали? You want to do it again?
Давайте снова сделаем. I know what is happiness. Я знаю, что такое счастье. Krishna, give it to me. Кришна, дай мне его. That is pride. Это гордость. That's not being humble to the blade of grass. Это ничего не имеет общего с быть смирением травинки. That's being more arrogant than a skyscraper building. Это более... Не более. Это как бы больше, чем небоскреб, да, это гордость выше, чем небоскреб. But we think it's innocent. Но мы думаем, что это очень невинно. So therefore, if we pay attention to Lord Chaitanya's recommendations, we can reform ourselves. Поэтому, если мы обратимся к наставлениям Господа Чайтаньи, то тогда мы сможем изменить себя. The process of chanting Hare Krishna guarantees that these four qualities will gradually develop in you. И сам процесс правильного повторения Харе Кришна гарантирует нам, что эти 4 качества возрастут у нас. How quickly depends on how serious we are, and also depends on Krishna's mercy. Насколько быстро это произойдет, зависит от того, насколько мы работаем над собой, также от милости Кришны. Now you may say, oh, these four qualities seem impossible. Можно подумать, о, эти 4 качества, для меня это невозможно. But if you dedicate your whole life to chanting Hare Krishna, you will see these four qualities miraculously start to blossom in you. Но если вы посвящаете всю свою жизнь повторению Харе Кришна, то вы увидите, как удивительным, чудесным образом эти качества начнут проявляться у вас. That's why Lord Chaitanya says, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Поэтому Господь Чайтанья говорит, Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртана. You will have your personal victory of chanting Hare Krishna. У вас есть свои личные победы в повторении Харе Кришна. Every devotee needs that. Каждому преданному нужны такие We've победы. discussed this Мы in это previous обсуждали. days. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam means every devotee can have his or her own personal victory. Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам означает, что у каждого преданного должны быть личные победы в повторении. Every devotee can have the opportunity to see how the holy name is victorious in your life. А каждый преданный имеет возможность увидеть, как святое имя одерживает победы в вашей жизни. When you have that personal victory, then you can truly say to others, chant Hare Krishna and be happy. Когда у вас есть на счету такие личные победы, тогда вы можете смело говорить другим, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. So we want Krishna to arrange that personal victory for us. Мы хотим, чтобы Кришна устроил нам такие личные победы. Let's take some questions. Вопросы? Есть такое утверждение: счастье – это отсутствие несчастья. Прокомментируйте, пожалуйста. Есть такое утверждение, счастье это отсутствие несчастья. Прокомментируйте. There is an expression that happiness is just the when you have no problems. This is a negative conception of happiness. Это негативная концепция счастья. Happiness is when no one is beating me over the head with a stick. Счастье это просто когда вас никто не бьет дубиной по голове. Да? Do you go and tell everyone, I'm so happy today, no one hit me on the head with a stick? Вы хотите всем, я так сегодня счастлив, меня никто не отдубайся отсюда. Oh, happy day. О, какой счастливый день. Some people say that you need pain to understand what is happiness. Иногда люди говорят, что вам нужно испытать боль, чтобы почувствовать, что такое счастье. You've heard that also? Слышали такое, да? What do you think? Что вы думаете по этому? Would you like some pain so you can understand happiness? Вы хотите испытать боль, чтобы понять, что такое счастье? Ah? Боль сама приходит. Pain comes by itself. Yes, but to help you appreciate happiness better, wouldn't you like more pain? Ну, для того, чтобы лучше почувствовать, что такое счастье, вам что нужно еще больше боли? Here's an example I usually give. Я приведу пример, который обычно привожу.
let's say that it's a beautiful day and you're walking in the forest. Например, замечательный солнечный день, вы гуляете в лесу, The sun is shining, the air is fresh, солнце светит, воздух свеж, the birds are singing, птички поют, and you're feeling so good. и вы чувствуете себя замечательно. Life is nice О, жизнь хороша today. сегодня. And then all of a sudden, I come out from behind a tree and I hit you over the head with an iron bar. I come out from behind a tree and I hit you over the head with an iron bar. И вдруг я выскакиваю из-за дерева и бью вас прямо в лицо, это железяка. You collapse on the ground unconscious. И вы просто падаете без сознания на землю. And 5 minutes later, when you start to become conscious again, И через 5 минут, когда вы приходите в себя, I'm standing over you. я тут стою. And you ask, why did you do that? И вы спрашиваете, зачем ты это сделал? I thought you were my friend. Я ж думал, ты мой друг. I said, I am your friend. Я говорю, я и I'm есть your твой best друг. friend. Я твой лучший друг. I wanted to give you pain so you could enjoy the day even more. Я специально причинил тебе боль, чтобы ты лучше смог прочувствовать и наслаждаться этим днем. Is that how you want your life? Вот так вы хотите, чтобы у вас в жизни происходило? But you see, people who do not know what is real happiness, they say things like that Но люди, которые не знают, что такое настоящее счастье, они вот говорят подобные вещи. to justify their miserable life. Для того, чтобы как-то оправдать свою убогую жизнь. Oh, you need pain in order to understand the pleasure. О, вам нужно пройти через боль, чтобы понять, что такое настоящее The счастье. more pain you get, the more you appreciate pleasure. И чем больше боли у вас будет, тем больше вы лучше сможете оценить Do you счастье. accept that? Вы принимаете это? Now, it's true. On the material platform, that's true. Может быть, на материальном уровне это так и есть. Dualities of material existence. Это двойственность материального You существования. cannot have pleasure without pain. Вы не можете получить удовольствие без боли. Everything comes in twos in material life. А все в материальном жизни вот двоится. But bhakti is taking you beyond those dualities. Но бхакти как бы, вытаскивает вас выше этой двойственности. В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит о трехгунной материальной природе и говорит о том, что не следует считать себя причиной деятельности, объяснить это. In Bhagavad-gita it is said that they describe three gunas of material nature, and it is said that you are not the cause of the activities. Can you comment on that? Yes. When you're under the influence of material nature is pushing you around. Когда вы находитесь под властью гун природы, они толкают вас к определенным действиям. It's like you jump into a swift river. Например, вы прыгаете в бурную реку, That river is carrying you away. и эти волны, они несут вас. But you get the blame because you jumped into the river. Но виноваты вы, поскольку вы сами прыгнули в эту реку. Similarly, you get the blame for jumping into material nature. Точно так же вы виноваты в том, что вы прыгнули в эту материальную природу. But material nature is carrying you away. И материальная природа несет вас. You understand? Понятно? You said earlier that the more we give Krishna to others, the more we give Krishna to others, the more we get Krishna to ourselves. And also we know that
our Krishna consciousness depends on the mercy of other more advanced devotees, right? And I wonder, how does just faith in Krishna becomes confident knowledge in Krishna, you know? Because sometimes when I'm chanting, I feel like I'm just calling some imaginary person, and it's offense by itself, you know. Махарадж, не могли бы вы объяснить, когда я повторяю, я иногда думаю, что Кришна это какая-то воображаемая личность, и то есть как мне понять, как вера приводит к знанию о Кришне. Говорилось о том, что чем больше мы даем Кришну другим, тем больше мы получаем Кришну для себя. Yes, it is necessary to have knowledge of Krishna. Да, необходимо иметь знание о Кришне. So you understand whom you're calling to. Вы должны понимать, к кому вы обращаетесь. That's why we have so many books. Для этого у нас есть так много книг. That's why we have so many classes. И поэтому мы даем множество лекций. Just like when you're building a relationship with someone, you want to know all about that person. Если вы пытаетесь строить с кем-то отношения, вы пытаетесь побольше узнать об этом человеке. Yes, has it happened to you before? Да, с вами это происходило. Well, tell me about yourself. Расскажите о себе. Really, you did that? Да, вы вот это делали такое. Tell me more. Расскажите еще. Yeah, but the problem is we cannot directly interact with Krishna. Но проблема в том, что мы не можем непосредственно общаться с Кришной напрямую. That's not true, is it? Это неправда. Bhakti is all about direct interaction with Krishna. Бхакти как раз говорит о непосредственном общении с Кришной. How many of you have doubts at lunch prasad time? Кто из вас имеет сомнения по поводу времени приема прасада? Everyone knows I'm interacting with Krishna. Все знают, я общаюсь с Кришной. And it's true. Это правда. The Shastra says, Seva Mukhi Jivada, devotional service, bhakti begins with the tongue. Говорится, что преданное служение начинается с языка. So when lunch prasad comes, think what you're doing. Поэтому, когда приходит время обеда, подумайте, что You're вы делаете. interacting with Krishna as prasad. Вы непосредственно взаимодействуете с Кришной в форме прасада. All your senses can interact with Krishna. Все ваши чувства могут взаимодействовать с Кришной. Please understand it. Поймите это. Even when you drink water, you think Krishna is the taste. Даже когда вы пьете воду, вы можете ощутить, что Кришна — это вкус воды. When you're in kirtan, the holy name is dancing on your tongue. Когда вы в киртане, Святое Имя танцует на вашем языке. Krishna is there. Кришна присутствует во всем этом. But you have to learn how to see him. Но нужно учиться, как увидеть его в этом. Как лучше воспевать, слушать звуки Святого Имени или в молитвенном настроении, пожалуйста, займите, братья Кришна, пожалуйста, займите меня. Как лучше воспевать? Просто слушать звук Святого Имени или нужно молить о Радха Кришна, займите меня в служении? So, how we should properly chant? We should just listen to the sound of the holy name, or we should pray, "Oh Radha Krishna, please engage me in service." That's what Hare Krishna means. Но это же и есть значение Харе Кришны. The sound means you're asking Krishna to engage you in his service. Этот звук означает, что вы молите Кришну занять вас служением. Chanting is all about hearing. Повторение связано со слушанием. Learn to trust the sound of the Maha Mantra. Учитесь доверять звукам Махамантры. I see that you all do that at night in kirtan. Я вижу, что все вы делаете, это во время вечернего киртана. Do you watch the devotees around you? А вы видели преданных вокруг? Completely trusting the sound. То они полностью доверяют этому звуку. Like a child completely trusting the mother.
Точно так же, как ребенок полностью доверяет матери. Yes, do you watch and see that? Вы видели это? Yeah, well, I am watching from the stage. Я наблюдаю со сцены. Completely trusting. Полностью доверяет. No materialist could ever understand it. Ни один материалист не поймет это. That's how you should chant your japa. То же самое нужно делать в джапе. That's why these festivals are so important. Поэтому такие фестивали очень важны. They give you a taste of chanting in the association of thousands of devotees. Они дают вам вкус к повторению в обществе тысяч преданных. The taste becomes more powerful. И этот вкус становится очень сильным. Гуру Махарадж, фестиваль уже заканчивается, и сегодня будет последний вечер киртана. Впечатления от фестиваля не будут полными. Пожалуйста, могли бы вы вести киртан сегодня вечером? Я думаю, выражу всеобщее мнение. Пожалуйста. Today is the last day of the festival, and we haven't like full impression of the festival if you don't take part in the evening kirtan. I'm taking part. I'm there every evening. Я там все время участвую, я каждый вечер там присутствую. Please lead it, please, for us. Please, Haribo! You get equal benefit hearing as by chanting. Вы получаете равное благо как от повторения, так и от слушания. Let us see. Посмотрим. We'll see what happens tonight. Посмотрим, что будет вечером. Okay. Как понять 28 стих 8 главы Бхагавад-гиты, где говорится, что просто совершая преданное служение, вы получаете все плоды изучения вед, совершения аскез, давания пожертвований, и таким образом вы можете вернуться к Кришне. Because the holy name is Krishna. You directly are interacting with Krishna. Потому что святое имя — это сам Кришна, вы непосредственно взаимодействуете с Кришной. So the holy name far surpasses all the benefits of any other transcendental process. А святое имя дает нам плоды, которые превосходят, далеко превосходят все остальные процессы. Because the holy name is Krishna himself. Потому что святое имя — это сам Кришна. Therefore, Lord Chaitanya says, I'm so unfortunate, I have no attraction for this holy name. Поэтому Господь Чайтанья говорит, я настолько неудачлив, что у меня нет привязанности к этим именам. That's why it is the greatest misfortune. Поэтому это величайшая неудача. And we are meant to feel that misfortune in our heart. Мы должны прочувствовать эту неудачу в своем сердце. But what is our usual attitude? Но какое наше обычное настроение? Nah, not chanting with attention. Everyone's like that. Ну да, я не внимательно повторяю, все так повторяют. Do you chant with attention? Do Ты you chant повторяешь with внимательно, а ты, что поделаешь? Haribo Prabhus. We are the Hare Krishnas. Ну и Хари Кришна. We don't chant with attention. Мы не повторяем внимательно. But we'll tell you. We will tell you. Но мы расскажем тебе. Chant Hare Krishna, be happy. Повторяй Хари Кришна и будь счастлив. Who hasn't asked a question before? У кого еще есть вопрос? Yes, okay. Скажите, как узнать потребности духовной личности, если нет общения с духовным учителем? Как узнать потребности духовной личности? Не понял. Потребность духовной личности? Да. Служить, как узнать желание духовной личности? Как служить Махараджу, если ничего не знаю? Махарадж, вообще всем святым людям. Как стать? Всем Махараджу.
Я не совсем понял, что значит, как узнать потребности. Как лучше служить святым людям? So, how it is better to serve the holy people? What's the best way to serve devotees? Какой лучший способ служить преданным? Is that what you're asking? Это то, о чем вы спрашиваете? How to know their desires, some particular desires, how to understand their desires. Как понять их желания, их интересы, их потребности? You can ask them. Надо спросить их. When, if you're a married lady, you expect your husband to ask you, right? If you are a married lady, Если вы замужем, то вы должны спросить там, мужа, да, что он хочет. if he doesn't, he's in trouble, right? А если нет, то тогда проблема. Да? Personalism, that's why I give these examples, to show Персонализм. Вот. that bhakti is all about personalism. Все эти примеры описывают то, что бхакти это очень личностный процесс. Or if you don't want to ask the devotee, how can I serve you, you can observe what it seems that devotee likes. Если вы не хотите, не можете спросить преданного, что он хочет, то вы тогда должны наблюдать, что он любит, что ему нравится. Devotees want assistance in serving Krishna. Преданные, они сотрудничают между собой, чтобы служить Кришне. So you can observe, how is that devotee serving Krishna? How can I assist? Поэтому вы смотрите, как этот преданный служит Кришне, как я могу помочь ему в этом служении. That's what your eyes are meant for. Для этого вам и нужны глаза. Okay? All right, Vidar Dishram. Пытаюсь вызывать уважение к другим, но жду уважения в ответ к себе. Я пытаюсь оказывать уважение другим, но также я ожидаю уважения к себе, что, как с этим бороться, что делать. So I try to respect others, but I also want respect to me. So how should I get rid of it? By attentive chanting, gradually that desire for respect will go away. Благодаря внимательному повторению постепенно это желание почтения к себе будет уходить. And also, by glorifying others and respecting others, you'll see that that is sweeter to you than even getting respect for yourself. Также вы можете заметить, что когда вы прославляете других и оказываете им почтение, то это дает вам больше вкуса, чем ожидать уважения к себе. It's amazing, but it will happen. Это удивительно, но это происходит. Мне сложно принять, что я являюсь слугой Кришны и преданным. Как это сделать? Can you see that you are serving at every moment? Вы можете видеть, что вы служите в каждый какой-то момент. At every moment, whether you're in spiritual life or material life, you're rendering service. Вы можете видеть, что будь то в духовной жизни или материальной, в каждый момент вы служите кому-то. Can you see that? Вы можете это видеть? Да, но я служу себе. So therefore, you transfer that serving propensity to Krishna and the devotees. И тогда вы должны преобразовать эту энергию служения, то есть преобразовать ее, перевести ее с себя на других. Sounds difficult? Звучит сложно, да? Afraid to do that. I appreciate your honesty. Я боюсь этого. Хорошо, что вы честно смотрите на это.
Yes, if we don't know anything about the person we're serving, then we could be a little cautious and afraid. Если мы ничего не знаем о той личности, которой мы служим, то у нас естественный такой страх, мы осторожны очень. You're being very honest about something that many devotees feel. Вы очень честно сказали о том, что чувствуют многие преданные. So I appreciate that. Я это ценю. We're afraid that Krishna might take too much from us. Мы боимся, что Кришна заберет у нас слишком много. We're afraid that Krishna will ignore our conceptions of happiness. Мы боимся, что Кришна проигнорирует наше представление о счастье. Careful, Krishna, don't come too close to me. Так, Кришна, осторожненько, не слишком приближайся ко мне. You stay over there, and I'll throw some flowers at you. Ты вот там стой, я буду тебе цветочки бросать. I'll offer some bhoga to you, Я предложу тебе бхогу and then quickly take the prasad and run и away. быстренько заберу просад и убегу. Don't get too close, Krishna. Не приближайся We слишком. just don't know what you're going to do next. Потому что мы не знаем, что от тебя ожидать в следующий момент. That is true. Не так ли? Of course, when we're talking to non-devotees, what do we say? Конечно, когда мы говорим о непреданных, что мы говорим? Krishna is so wonderful. Кришна такой He's замечательный. all attractive. Он все привлекающий. Trust Krishna. Нужно доверять Кришне. Krishna always does the best thing for everyone. Кришна он делает все лучшее для каждого живого существа. But for ourselves, Но для нас самих. so many times we Hare Krishnas live a double life. Иногда мы, Хари Кришна, ведем такую двойную жизнь. The more you know about Krishna, the more you'll trust Krishna. Чем больше вы узнаете о Кришне, тем больше вы ему доверяете. Bhakti means the process of unlimitedly falling in love with Krishna. А бхакти означает, что мы полностью погружаемся в любовь к Кришне. There's no limit. Этому нет предела. There's no limit to attraction you can feel for Krishna. Нет предела привлекательности Кришны. Our problem, though, is attachment to our conceptions of happiness. Проблема как раз в том, в наших привязанностях к своим концепциям о счастье. Time for the exercise again. Время для упражнений. I know what is happiness. Я знаю, что такое счастье. Oh, let's do it together. Hey. Давайте все вместе дружно. 1, 2, 3. Я знаю, что такое счастье. That is the problem. Вот это проблема. Therefore, we're afraid of Krishna. И поэтому мы боимся Кришны. Therefore, we don't fully trust И Krishna. поэтому мы не доверяем Кришне. Who hasn't asked a question? All right, way in the back. Who is that? Я хотел спросить, существует гордость, основанная на нашем ложном эго, а существует ли истинная гордость? Мы знаем, что есть гордость, исходящая из ложного эго, а существует ли истинная гордость? We know that the pride comes from our false ego, but is there some genuine pride? Yes, there is a genuine equivalent of every material emotion in bhakti. Да, есть чистое проявление каждой эмоции в бхакти. What is genuine pride in bhakti? И что означает истинная изначальная гордость в бхакти? Ready for the other exercise? Готовы к следующему упражнению? Ready to jump up? Готовы подпрыгнуть? I am Krishna's servant! I am Krishna's servant! That is pride. Это гордость. That is genuine pride. Это изначальная гордость. I am Krishna's servant and I'm the servant of his servant. Я слуга Кришны и слуга слуги Кришны. Be proud about that.
Вы можете гордиться этим. The pride is in Krishna, А гордость присутствует в Кришне. and the pride is in Krishna's devotee. И гордость присутствует в преданных Кришне. That is genuine pride. Это истинная гордость. Okay? Like a dog that's proud to have the best master. Как собака гордится, если у нее очень хороший хозяин. Is it good? Let's see. English and Russian. Is it good one? Преданная 30 лет, повторяю 16 кругов, и говорят, что качества придут автоматически. Но мы можем наблюдать, что этого не происходит. Почему? So, I'm a devotee for 30 years, chanting 16 rounds, and they say that these devotional qualities, they come automatically. But we can see that doesn't happen. Why? If we are not chanting Hare Krishna, if we're not trying to chant Hare Krishna with attention, we'll be disappointed with our spiritual progress. Если мы не стараемся повторять Харе Кришна внимательно, то мы рано или поздно разочаруемся в процессе. And we'll start to doubt the process. И мы начнем сомневаться в процессе. This is the problem with inattentive chanting. Вот это и есть главная проблема невнимательного повторения. Inattentive chanting means offenses, and then you think, I'm chanting, where is the result? Невнимательное повторение подразумевает оскорбление. Вы думаете, знаешь, повторяю, а почему ничего не происходит? This is what you should do when you feel like that. I'm going to tell you what you should do when you feel like, I've been chanting for so long and there's been no progress. Поэтому я вам скажу, что делать, если вы повторяете и думаете, ну почему же ничего не происходит? What you should do is try to improve your japa. Вам нужно улучшить свою джапу. Guarantee you'll notice a difference. И я вам гарантирую, что вы заметите So in изменения. that way you can utilize that feeling of, I'm not making any advancement. И вы сможете как бы использовать для этого вот это ваше чувство, что я не чувствую никаких изменений. Use that attitude to propel yourself deeper into chanting. Используйте это чувство для того, чтобы глубже проникнуть в повторение. I'm feeling dry in my spiritual life. That means I need to increase the quality of my chanting. Я чувствую какую-то такую сухость в своей духовной жизни, поэтому мне нужно улучшить повторение. You use everything in your life to propel yourself forward in Krishna's service. Должны все использовать в своей жизни для того, чтобы улучшить качество вашей духовной жизни. Victory, defeat, sickness, health, Победы, поражения, здоровье, болезни, poverty, wealth. богатство или бедность. You use everything to push yourself forward to Krishna. Вы должны все использовать для того, чтобы как бы подталкивать себя к Кришне. Oh, I have no money. Where is Krishna? О, у меня нет денег. Кришна, где ты? I have lots of money. Where is Krishna? О, у меня столько денег. Кришна, где ты? I'm so healthy. Я такой здоровый. Where is Krishna's service? Где служение Кришне? I'm sick. Still I can engage